короче. Так. Рады представить новый игровой формат PvE-арену, где вы и ваши союзники можете сражаться с боссами. На арене вы не потеряете свои предметы. Кроме того, в вашей команде предоставляется 4 возрождения, используйте их с умом. О, нифига себе. А потом вайп или как? Это уже мне напоминает чуть-чуть New World, когда вы на боссе или в данже могли резать напарников всего 2 раза, по-моему. А так им приходилось респаться в самое начало данжа и бежать. На аренах вы столкнетесь с знакомыми боссами из открытого мира с обновленной механикой, требующей командной работы и полной самоотдачи от каждого члена вашей группы. Эти боссы больше недоступны в открытом мире и могут быть встречены только в инстансах PvE-арены. То есть мы больше не увидим оленя, дендроида и вот это вот все. Окей. Дендроид Гвард, Вудраптор, олень, Лизард Драко, Кипер, Архозавр, Энви и 2 тролля. Окей. Так, ладно, open world забегов больше не будет. Боссы делятся на 3 уровня сложности: нормальный, сложный, экстремальный. Каждый уровень отличается как сложностью встречи, так и наградами за победу. Первая сложность нормальная, деревянный раптор, деревянный олень и дендроид. Вторая сложность высокая, это драко и дендроид-хранитель, кипер то есть. И третья сложность экстремально это архозавр, энви и 2 тролля. Классический режим. Чтобы встать в очередь на классическую PvE-арену, вам необходимо сначала найти один из 8 древних механизмов, разбросанных по открытому миру и отмеченных на глобальной карте. Взаимодействие с одним из них откроет меню очереди. Каждый древний механизм соответствует определенной арене и ее боссу, что позволяет вам встать в очередь только на эту конкретную встречу. Классическая PvE-арена доступна с 15 уровня для групп до 4 игроков. Окей, хорошо. На 15 можно по боссикам походить, даже для начинающих каких-то игроков, для новых. Но пока мне не нравится, что это нужно куда-то ехать, нельзя вставать через интерфейс. Этот режим также включает в себя механику ключ-карты арены. Эти ключи увеличивают сложность подземелья и одновременно повышают награды. Эта система функционирует аналогично Prison Island, с одним ключевым исключением: ключ-карты привязаны к конкретным боссам. Кроме того, система добычи для подземелий с ключ-картами была переработана. Теперь качество выпадающего лута, за исключением расходных материалов, не может превышать качество используемой ключ-карты. Это правило применяется к оружию, артефактам, чипам, рунам и наборам для улучшения предметов. И это изменение также было внедрено на острове Тюрьмы. Окей, теперь фиол-киты падают только с ключей фиолетовых. Что по хп, смогут ли на 15 левеле убить боссов? Если вчетвером, я думаю, да, смогут заковырять. Там 200к, конечно, 300 придется ковырять довольно долго. Да, вот просто бить долго. Да и посмотрим, как там будут работать новые скиллы, потому что если человек там в Т2 бегает, его и шотнуть может с какого-нибудь ауешного спелла. Это немножко вот это странно, что нужно бежать куда-то ко входу. Ладно, посмотрим. Просто практика New World показала, что это не лучшее решение. Они поэтому изменили потом эту механику на поиск через интерфейс. Так, режим сражения. В этом режиме 2 команды по 4 человека соревнуются за то, кто нанесет больше урона. Отличительной особенностью этого режима является фаза выбора запрета аффиксов. Вот это, кстати, мне понравилось, аффиксов. То, что можно какие-то банить, какие-то выбирать. Ну, что-то интересное, прикольно. Вы можете выбирать аффиксы, которые будут невыгодны для ваших противников, выгодны для вашей команды, или даже выбрать их случайным образом, чтобы посмотреть, что из этого получится. Сложность босса в этом режиме соответствует ключу 9 уровня, но их здоровье рассчитано на сражение с участием 8 человек. Окей. Типа вы сначала зашли, подрались, там все такое, вышли и зашли обратно. Там было написано, что можно ходить сколько угодно, это вообще не имеет значения. Я просто не совсем понимаю, как это будет выглядеть. То есть кемпы, вот. И там стоят, около них все время будет по 4 человека стоять. Неужели один кемп — это один инстанс на весь сервер? Не, просто это будет очень странно, если так будет. Я понимаю, если одна пачка вошла, если подошла другая какая-то пачка, то для нее создается отдельный инстанс с боссом. Там Алюмио писал, что инсты наоборот созданы, чтобы убрать КД респауна и так далее. Ну, значит, он имел в виду, что будет для каждой команды выбираться инстанс. Раз не надо будет ждать очереди или что-то такое, да? Ага, ну все, тогда это все вполне логично. Круто, хорошо. Ну все, вот тогда получается, что вот инст
есть какой-то. 4 чела пришло, вошло в него внутрь, и следующая команда, которая придет, для нее создастся отдельная другая копия. И они просто переходят туда, и никому друг другу нигде никто не мешает, я так понимаю. Так, на 8 человек, это понятно, это в режиме сражения. Команда, нанесшая больше урона, объявляется победителем, заработав сундук победителя. Однако проигравшая команда также получает сундук с наградой, хотя и с меньшей добычей. Если обе команды уничтожены и исчерпали свой лимит возрождения, или если истекло время, ни одна из команд не получит добычу или сундуки с наградами. Для этого режима доступны две отдельные очереди: соло, дуэт и заранее сформированные группы. Планы на будущее. В будущем обновлении планируется добавить таблицы лидеров для всех режимов PvE арен. Форматы таблиц лидеров для режимов спорный и классический будут отличаться. Ну, спорный — это соревновательный, да, я так понял, сражение. Так, по боссам. Были улучшены анимации многих боссов. Кроме того, базовые атаки, скорость движения были увеличены на 20%. Дайте-ка подумать, какие темы будут в топ-рейтинге. А точно 3 лучника плюс медик. Вполне возможно, не знаю. Мне кажется, шаманы неплохо будут рулить. Возможно, дестройеры. Так, ладно, по Вудраптору. Рычит в конусе перед собой. Магический урон каждые 0,5 секунд. Эта способность также накладывает на цель эффект диссонантное эхо, уменьшая ее скорость атаки и скорость заклинаний на 20%. Новые цели с эффектом диссонансное эхо оглушаются способностями удар хвостом и прыжок. Яростная атака — новая способность. Раптор прыгает в течение 5 секунд, а затем выполняет быстрый рывок в направлении цели. Попадание в цель наносит почти смертельный урон 70% армором пробитию армора. Ничего себе. И если раптор промахивается и попадает в препятствие, он оглушается на 15 секунд, а его армор, резисты и сопротивление уменьшены на 40%. А если раптор полностью промахивается мимо цели или попадает по врагу, он переходит в состояние ярости. В состоянии ярости раптор наносит двойной урон с помощью способности Таран и призывает 5 молодых тимберов. Оулы. Раптор фиксируется на случайной цели и бросается на нее, нанося физ-урон и слегка отбрасывая ее при столкновении. Раптор повторяет Таран 6 раз. И если раптор в ярости, то каждый рывок наносит двойной урон. Он, кстати, интересно, он каждый раз будет при попадании призывать 5 тимберов или только один раз? Так, Дендроид Гуард. Артики приятные, кстати, они нарисовали, должен сказать. Симпатично. Так, next. Ну, это обычная была автоатаки, просто кулаками, цели, пораженные корнем, получают критический урон. Возрождение природы. Способность немного изменена, засаживает в землю семя, которое взрывается через 3 секунды. Взрыв имеет 50% magic пробития, и его магический урон может быть разделен между двумя персонажами. О, вот это уже интересная механика. Окей. В момент, хотя я не понимаю, зачем разделять его, если можно от него легко отойти. Это не тот скилл, которому нужен этот эффект, но мы близки к каким-то интересным механикам. И если поблизости никого нет, взрыв распространяется на всю арену. Окей. Теперь есть смысл. Вместе удара прорастает ветка дендроида. Окей. Ну тут ничего в принципе не изменилось. Так, теперь по оленю. Красивый артик. За каждый удар призывает маленьких дендроидов, чтобы они помогали ему в бою. Тут ничего не изменилось, в принципе. Гнев леса. Переработанная способность. Новая деревянная олень концентрирует свою цветочную силу, чтобы наложить щит и войти в состояние гнев леса на 30 секунд. Новая. В состоянии ярости олень получает новую способность. Он может до 3 раз ударить копытом по земле. Каждый удар создает ударную волну, распространяющуюся наружу и наносящую магический урон, причем каждый последующий удар сильнее предыдущего. Нифига себе. Волны можно избежать, переместившись на более высокую местность или перепрыгнув через них. Красиво. Главное, чтобы с синхронизацией не было проблем. А так красиво. Использует movement. Отлично. Если деревянный олень также находится на возвышенности, волны неизбежны. Окей, приятно. Приятно такое видеть, добро. Разрушение щита прекращает действие лесной ярости. Ага. Так, теперь по драку. Блин, как мне этот артик нравится, обалдеть. Вот эти песочные все моментики вообще круто выглядят. Красиво. Если уже вы регаетесь в какие-то данжи PvE, именно такие для боссов, да, на прохождение босса, чтобы там именно увлекательный был какой-то геймплей. Вот, например, если в Fellowship заходишь на боссов этих, там интересные, какие-то сложные механики есть, для которых тебе нужно именно быть сконцентрированным. Вовремя что-то прожимать, доджить, кого-то сейвить, соблюдать какие-то моменты, не знаю, правила и так далее. Я такое надеялся увидеть в Короче тоже в этих PvE-аренах. Ладно, что у нас дальше по скиллам? Ну, тут вроде ничего не... Укус, окей. Так, призыв мант. Это была не шутка, читали и рофлили лол. Призывает 4 мант, которые быстро летят в сторону игроков. При столкновении
столкновения каждая манта наносит маг урон, накладывает эффект постепенного урона от яда и оставляет после себя лужу яда. Торнадо-качалка. Новая способка. Машет хвостом, вызывая 3 торнадо в форме конуса. Каждый торнадо наносит магический урон и отбрасывает цели назад. Если торнадо проходит над лужей яда манты, он рассеивает и уничтожает ее. Интересно. Прикольно, кстати. Вот эта механика интересная. Но то, что манты, они же, конечно, они ж вообще дэмэдж невменяемый наносят. Так, добро. Теперь у нас по киперу. Так, это не изменилось. Удар бревном сверху. Запуск семян выстреливает 10 семян из головы. Нифига себе. Было всего лишь 2. Через 1 секунду из каждого семени вырастет саженец, порождая небольшого дендроида. Семена можно уничтожить, наступив на них, что предотвращает появление. Когда вызванный дендроид убит, он взрывается, нанося физический урон в радиусе 5 метров. Боже, какой хаос будет. Танки плюс хилы заиграют, в 3 или 4 ДД не походишь. Надеюсь на это. Именно выглядит так, как будто танки будут нужны. И не только на армор, но нужно будет и резисты собирать тоже. Так, ядовитое дерево. Это уже, кстати, новая способность, да? Сажает ядовитое дерево, которое создает постоянную зону отравления. Существа, находящиеся внутри ядовитого облака, получают 5% от своего максимального здоровья в виде маг урона в секунду. Дерево убить можно? Непонятно. Но думаю, можно. Так, архозавр. Вот оно. Дыхание ада. Переработанная способка. Новая земля в дальнем конце огня начинает гореть, оставляя после себя пламенные озера, которые обжигают всех, кто в них попадет, нанося маг урон каждую секунду. Ух ты. Новое. Когда дыхание заканчивается, архозавр выплевывает пылающий шар из сгущенного огня. Те, кто его захватит, получают 20к магического щита на 20 секунд, созданного из остатков гнева архозавра. Хоули щит. Наверное, чтобы на экстабилку заевейдить. Может быть. Логично, кстати, да, баттер логично. Так, шиповая заграда. Переработанная способность новая. Архозавр фиксирует 3 цели, а затем после 4 секунд подготовки в течение 5 секунд выпускает из спины непрерывный град раскаленных шипов. Каждый шип взрывается при ударе, нанося маг урон. Шипы, которые не попадают в цель, впиваются в землю и остаются там до конца сражения. Эти расколотые нестабильные шипы взрываются при приближении, нанося маг урон в небольшом радиусе. Жесть. Метеоритный взлет. Новая способка. После короткой паузы архозавр взмывает воздух и начинает бомбардировать поле боя пламенными шарами. Каждый огненный шар взрывается при ударе, нанося маг урона в виде огненного взрыва. Враги, уклонившиеся в слепую зону архозавра, заставляют его обрушить огонь в случайных местах, сея хаос на поле боя. Нифига себе. По окончании обстрела зверь падает обратно на землю, вызывая огненную ударную волну в радиусе 8 метров, обжигая всех ближайших врагов и нанося им магический урон, а также отбрасывая их назад. Вот это, конечно, жестко. Вот это жестко. Так, теперь по Энви. Тут ничего не изменилось. Так, мучительные сомнения. Новая способка. Энвисин вызывает 10 призрачных щупалец вокруг себя. Каждое щупальце может атаковать ближайших врагов и порождать существ. Опа. Объятие зависти. Новая способка. Зависть пытается схватить свою цель в объятия снизу. Если ему это удается, цель будет задушена щупальцем. Чтобы освободить цель, необходимо убить щупальца. Вот это прикольно уже. Окей. Щупальца чисто и лавой. Да-да-да. Ростки зависти. Новая пассивная способность. Энви случайным образом порождает вокруг себя призрачные щупальца. Эти щупальца остаются неподвижными и атакуют всех целей, которые подходят к ним слишком близко. И опять же, вопрос. Щупальца эти уничтожаемые или нет? Депачу. 7-я неделя подряд. Призыв — новая способка. Тролль с избыточным весом призывает злобных лацертианцев, чтобы они атаковали игроков. Могучий тролль призывает злобных рибитов. Может раздавить своей задницей ранее вызванных других мобов. Окей, это, кстати, прикольная механика, добро. Сумо Стомп — новая способка. Тролль сильно топает ногой, вызывает небольшое землетрясение вокруг себя, нанося физ урона и оглушая персонажа на короткое время. Бросок фекалий. Я не могу с этих скиллов. Так, это новая способка, кстати. Тролль достает фекалии и бросает... Достает? В смысле достает? What the fuck? Christian Channel. Friendly Family Stream. И бросает их в игрока. Наступив на них, персонаж оставляет после себя грязные следы на 3 секунды. Грязные следы наносят маг урон всем, кто на них наступает. Пьяная драка. Новая способка. Это у нас толстый делает. Когда у тролля остается менее 20% хп, он бьет себя по лицу и впадает в безумную ярость, а затем набрасывается на свою жертву с хаотичными ударами, нанося физурон. Рвота — переработанная способка. Извергает перед собой мощную струю, нанося маг урон каждые 3 секунды. Пострадавшие персонажи получают эффект тошнота на 10 секунд и в панике убегают на 1,5 секунды. Персонажи с эффектом тошнота оставляют после себя лужи рвоты, которые наносят маг урон всем игрокам, которые наступают на них. Эти названия скиллов я не могу. Partius Charge.
Тролль бросается на свою цель. Если он достигает жертвы, он отбрасывает ее на 12 метров, нанося физ-урон и замедляя на 50%. Если он промахивается, тролль падает, оглушая всех поблизости. Вот, если тролль сталкивается с препятствием во время атаки, он оглушает себя на 10 секунд. Железный кулак — новая способка. Когда у тролля остается менее 20% от его хп, он бьет себя по лицу, входя в режим ярости. В ярости тролль ударяет кулаками по земле, нанося серию ударов, каждый из которых наносит физ-урон, зависимый от близости игрока к троллю. Угу. Аура отвращения. Новая способка. От каждого тролля исходит зловенный миазм, разъедающий все вокруг и наносящий урон каждые 6 секунд. Бля, не слишком много вообще. Ладно, посмотрим. За каждые 3 секунды, проведенные внутри ауры, урон, наносимый вам, увеличивается на 1% от максимального здоровья игрока в виде магического урона. Этот зловенный запах можно устранить, только войдя в ауру другого тролля. И только в том случае, если ауры обеих троллей не пересекаются. Holy fuck. Это мощно, конечно. Пока что из всех мне, наверное, понравился больше всего это Архозавр, понравился Энви, а Драку понравился тоже. О, олень понравился тоже, точно, перепрыгивать то, что надо. Да, нравится. Везде, где связано с мувментом, мне очень нравится. It's a pretty good mechanics. Так, по оптимизации. Мы улучшили скин Мэши, чтобы уменьшить их количество прорисовки, я так понимаю, на сцене. Оптимизация физики костей персонажа. Улучшена физика костей персонажа для более эффективных вычислений. Добро. Улучшено масштабирование качества частиц. Долгое время мы хотели сделать прохождение острова тюрьмы более динамичным и по-настоящему опасным, чтобы в конечном итоге подтолкнуть игроков к более стратегическому подходу и более тщательному изучению окружающей обстановки. В частности, мы хотели предотвратить ситуацию, когда игроки просто мчатся на бой с боссом, не очистив и не изучив прилегающие области и ближайших врагов. Поэтому теперь, вступая в бой с боссом, вы привлечете внимание окружающих мобов. Однако мы также хотели избежать утомительных погонь через несколько зон, поэтому обновили поведение обычных врагов, сделав их более привязанными к своим лагерям и маршрутам патрулирования, что позволяет избежать столкновения с ними, покинув их непосредственную близость. Это уже поприятнее чуть-чуть. Апнули для ПВП острова, тупо бегаешь, лутаешься и на выход. Дестер не соберет пачки. Да, кстати. Окей, ладно, посмотрим, как это отыграется. Посмотрим. Максимальное расстояние преследования мобов на тюремном острове теперь ограничено 30 метрами. Бонус за первую победу в день и за первое подземелье в день был удален. И добавлен бонус 20% за каждого члена группы. Life Force теперь дает Attack Power, Spell Power или Heal Power в зависимости от бонуса здоровья вместо максимального ХП. Файты в ПВП, да и вообще в целом файты будут все теперь чуть дольше, наверное. Больше не уменьшает свои бонусы для героев дальнего боя. Для лучников и так далее будет немножко поприятнее.